Всем привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Бани Тильда. Предлагаю вам сегодня связать вот такую кофточку. Здесь она на 4 пуговицах, они все расстегиваются, что удобно, можно будет ее одевать либо через ноги, либо через голову. Вяжется она узором джутовая петля. Мне этот узор нравится тем, что его изнаночная сторона тоже смотрится как самостоятельный узор. То есть у вас будет выбор, каким узором эта кофточка будет. Итак, что мне понадобилось, чтобы ее связать? Конечно же, пряжа. Это у меня Ярнард джинс, номер цвета 66. Резиночку я вязала спицами номер 2, а верх кофточки спицы номер 2,75. Также понадобится крючок 2,5 и немного белой пряжи для того, чтобы связать шнурок. Ну и, естественно, 4 пуговички понадобится и какое-то украшение. Если вам нравится такая кофточка, приглашаю вас связать вместе со мной. А для начала наберите на спице номер 2 46 петель. После того, как мы набрали 46 петель, нам необходимо провязать 6 рядов резинкой 1 на 1. Кромочную снимаем и вяжем 1 лицевая и 1 изнаночная. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Итак, 6 рядов. Провяжите 6 рядов резиночкой 1 на 1. Я провязала резиночку 1 на 1 6 рядов. Далее я перехожу на спицы большего размера, у меня это 2,75, и в этом ряду сформируем дырочки под шнурок. Кромочную снимаем, вяжем 2 вместе изнаночной, накид, и опять 2 вместе изнаночной, накид. И так до конца ряда. 2 вместе изнаночной, накид. Не забудьте в конце ряда, когда провяжете 2 вместе изнаночной, сделать накид и потом провязать кромочную петлю. Итак, я довязала ряд. Следующий ряд мы будем вязать также лицевая и изнаночная. Это будет установочный ряд узора. Но так как узор требует одну дополнительную петлю для симметрии, мы сделаем прибавку в начале ряда. Кромочную снимаем и просто накинем вот так петлю. Все. И дальше вяжем. Накиды будем провязывать изнаночной петлей, лицевые лицевыми. Итак, вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас должна остаться 1 лицевая. Я довязала ряд и перевернула вязание. Теперь вот эта сторона будет наша лицевая. Вот этот вот, который ряд мы сейчас вязали, установочный, мы его не считаем. Обнуляем, так скажем, сейчас ряды. Узор состоит из 2 петель, в высоту 2 ряда. Кромочную снимаем, провязываем лицевую, изнаночную, а вот лицевую петлю снимаем, не провязывая нить перед работой. Сняли, опять изнаночная, лицевую снимаем, нить перед работой. Изнаночная, нить перед работой, лицевую снимаем, не провязывая. Изнаночная, лицевую снимаем, нить перед работой, не провязывая. И так вяжем до конца ряда. В конце у нас должна остаться 1 изнаночная петля. Первый ряд узора готов. Вяжем второй. Вяжем его лицевая и изнаночная. Лицевую провязываем лицевой, изнаночную изнаночной. То есть вяжем по узору, как лежат петли.
Итак, смотрите, мы с вами провязали 2 ряда, то есть 1 раппорт узора. Нам необходимо связать еще 44 ряда вверх, либо 22 раппорта узора. Можно считать по этим перемычкам. Когда сейчас еще пару рядов свяжете, вы будете их отчетливо видеть. Итак, давайте свяжем узором 44 ряда, либо 22 раппорта. Я провязала еще 44 ряда. Вот так вот выглядит узор. Я надеюсь, вам видно. Считала я ряды по вот этим протяжкам, которые образовались, когда мы снимали лицевую петлю. С изнаночной стороны узор выглядит вот так. Он тоже как самостоятельный. То есть, если вам нравится больше этот узор с изнаночной стороны, вы можете сделать его лицевым. Также я отметила 17 петель плеча здесь и здесь. Посередине 13 петель мы будем закрывать. Итак, приступаем. Провязываем до первого маркера по узору. Я сейчас на лицевой стороне. Соответственно, я вяжу изнаночную, провязываю лицевую, снимаю нить перед работой. Маркер убираю. И теперь вот эти 13 петель мы закроем. Я буду закрывать крючком, вы можете закрыть удобным для вас способом. Спица мешает. Так, убираем этот маркер и закрываем здесь тоже эту петлю. Все, 13 петель у нас закрыто. Далее продолжаем вязать этот ряд до конца по узору. Здесь у нас идет изнаночная, провязываем, лицевую снимаем. Довязали, переворачиваем вязание. И так как наш узор требует нечетное количество петель, сделаем здесь в начале ряда тоже одну убавку. Провяжем 2 вместе лицевой. Далее вяжем 1 изнаночную и 1 лицевую. Дальше 2 петли закроем вот таким образом. Протянем через друг друга. Вот так. Это будут петли под пуговичку. Набираем 2 петли, которые мы закрыли, и вяжем по рисунку. Здесь у нас идет изнаночная, дальше лицевую снимаем, опять изнаночная. Так, что у нас получается? 3, здесь 3. Вот этих 2 надо закрыть. Так, изнаночная. Закрываем их, протягивая через друг дружку. Вот так. Возвращаем, добираем 2 петли. Это у нас лицевая, мы ее снимаем. И изнаночная. И довязываем ряд
до конца. Вот так. Разворачиваемся и вяжем по рисунку, как должно быть. Кромочную снимаем, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот эти петли, которые мы набирали, вяжите скрещенными. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и кромочная. Разворачиваемся. Вот что у нас получилось. Теперь предлагаю этот ряд связать по рисунку, а в следующем ряду закрыть петли. Кромочную снимаем, изнаночная, лицевую снимаем низ перед работой. Так. Все. Я сейчас закрою петли, я буду закрывать крючком. Вы закрываете удобным любым для вас способом. Итак, я закрыла петли. Так у нас сейчас получается. Теперь давайте приступим к вязанию с этой стороны. Она вяжется аналогично. Начинать мы будем с изнаночного ряда, так как мы лицевой здесь провязали. И первым делом здесь делаем убавку. Вот так. Провязываем 2 вместе изнаночной. Нить потом подтянем. Это изнаночная сторона. Вяжем мы ее по рисунку. Так, запуталась. Угу. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Итак, я провязала изнаночный ряд. В этом ряду нам нужно сделать дырочки под пуговицы и также в конце сделать еще одну убавку. Да что такое? Секунду. Кромочную снимаем, вяжем изнаночная, лицевую снимаем. Далее вот эти 2 петли нам нужно закрыть между собой, вот так вот перетянув. Так, возвращаем и еще раз. Вот так. Возвращаем петлю. Здесь 2 петли накидываем и продолжаем вязать. Так, это у нас изнаночная. Раз. 2, 3, 4, 5. Так, вот эти 2 петли мы тоже закрываем, возвращаем. Вот так. Теперь здесь 2 петли накидываем. Это у нас лицевая, растянулась ужасно петля, ладно. Изнаночная. И последние 2 вместе провяжем изнаночной. Это мы сделали убавку. Ну а дальше 2 ряда провяжите по узору. Так, что такое?
Так. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, довязала я этот ряд. Теперь этот лицевой вяжу по узору, а в изнаночном ряду закрою петли. Довяжите уже это плечико самостоятельно. Вот осталось довязать этот ряд и в следующем в изнаночном закрыть петли. Итак, перед у нас готов. Осталось связать спинку. Спинка вяжется точно так же, за исключением на спинке мы не делаем дырочек под пуговички. Продолжайте вязать по узору лицевой и изнаночный ряд. В общем, свяжите спинку. Я сейчас ее тоже свяжу и начнем соединять наши детали. Так, ну что ж, моя спинка готова. Я также уже пришила пуговицы. И также я отметила по 17 кромочных петель с каждого боку. То есть маркер стоит в 17 петле. У вас может быть другое количество. Обязательно примеряйте на игрушку. Смотрите, как вам будет лучше. Сейчас я буду сшивать эти две половинки. Сшивать я их буду за кромочные петли с лицевой стороны. Я приготовила иголку с ниткой. Вставляю в первую кромочную петлю и во вторую. Теперь, откуда у меня выходит нить, я ввожу туда иголку и вывожу в следующую кромочную петлю. С обратной стороны поступаю точно так же. Вот так. Обратно возвращаюсь на эту сторону, откуда выходит у меня нить, ввожу туда иголку и уже в следующую кромочную вывожу иголку. И слегка подтягиваю. Вот так. Аккуратненько расправлять нужно, чтобы нигде ничего стянуто не было. И так я сошью две половины. С второй стороны я, конечно же, поступлю точно так же. В принципе, если вам так неудобно, можете сшивать удобным для вас способом, крючком, например, либо каким-то другим швом. Тут не принципиально. Итак, я закончила сшивать детальки. Вот так это выглядит, практически незаметно. Также я связала шнурок из 150 воздушных петель. Ну и моя кофточка, конечно, готова. Всем спасибо, кто вязал вместе со мной. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь, буду рада. Всего вам хорошего и до новых встреч!